В один особенно холодный зимний вечер, когда вечерние улицы были окутаны легким снежным покровом и единственным звуком был свист ветра, женщина, возвращаясь домой с работы, замерла, услышав слабое мышиное мяуканье. Это было такое тихое и хрупкое звука, что вначале она и не обратила на него внимания. Но, прислушавшись, поняла, что это мяуканье звучит из мусорного бака за углом. Подойдя ближе, ее охватило чувство потрясения и тревоги одновременно. Как мог кто-то выбросить такое симпатичное создание? Сердце ее наполнилось состраданием и гневом одновременно. Она сделала шаг к мусорному баку и под холодным светом уличного фонаря увидела ярко-зеленые глаза, горящие в темноте. Собравшись с силами, женщина достала фонарик и начала осматривать темные углы контейнера. Она понимала, что если не найдет кошку, то ее обреченная жизнь затеряется среди пластиковых пакетов и отходов. Никаких других признаков движения на площадке не наблюдалось, но мяуканье продолжало звучать, как призыв к действию. Она запланировала, как будет действовать, но ее попытки прикоснуться к крошечному созданию не приносили успеха. Кошка пряталась глубже, и каждый раз, когда женщина пыталась приблизиться, она снова убегала в темноту. Долго стоя возле мусорного бака, напряжение нарастало, и женщина осознала, что эта слабая жизнь могла в любую минуту исчезнуть. Выхватив свой телефон, она зашла в интернет и нашла несколько советов о том, как поймать испуганное животное. Она вернулась домой, собрав все необходимые вещи – фонарик, печенье и, конечно, пластиковый ящик, который позже стал бы ее спасением. Внутри нее горел огонь решимости вернуть это чудесное существо. С печеньем в руках женщина снова направилась к мусорному баку. Сердце стучало быстрее. Она приоткрыла крышку контейнера и, погрузив руку с печеньем внутрь, начала тихо уговаривать кошку выйти. На удивление она почти выпрыгнула, но в последний момент испугалась и отступила обратно. Женщина оглядела свои окрестности, увидела, что вокруг нет никого, и, усевшись на корточки, решила не спешить. Неожиданно она заметила, что кошка приглядывается из-за кучи мусора, и в этот момент пришла ей в голову идея. Если я создам уютное пространство, она может почувствовать себя в безопасности. С тяжелым сердцем, но с надеждой, женщина продолжала пытаться убедить Апрельку, как она потом назовет кошку, выйти. Наконец, когда женщина открыла пластиковый ящик и поставила его рядом с мусорным баком, она снова попыталась заманить кошку из ее укрытия. И, о чудо! Спустя несколько минут маленькая кошка, собравшись с духом, сделала шаг вперед. С легким трепетом, указывая на ящик с печеньем, женщина успокоила кошку, осторожно вытаскивала ее из мусорного бака. Кошка была грязной, неухоженной и с полузакрытыми глазами, но в этом существе было что-то такое притягательное, что сразу же завоевало ее сердце. Прибытие домой стало началом нового этапа для обоих. Женщина усадила Апрельку на диван, где ее ждало теплое одеяло и чаша с водой. Она начала с простого. Сделала себе чашку чая и, по очереди потирая уши кошки и жуя печенье, ее глаза наполнились слезами радости и сострадания. Каждый день женщина заботилась о Апрельке, кормила ее, купала, делала массаж, чтобы успокоить. Сперва кошка оставалась настороженной и чуть ли не в любой момент могла убежать, но со временем приняла участие в ее жизни и стала доверять женщине, которая заботилась о ней и пыталась создать уют и спокойствие. Однажды женщина решила, настало время сводить Апрельку к специалисту по уходу за животными. В ветеринарной клинике грумер работал быстро и аккуратно, снимая с кошки спутанную шерсть. Женщина наблюдала, как орудовал специалист, а в душе возникло непонятное волнение. Неужели у ее новой подруги все будет в порядке? Во время процедуры женщина заметила, что живот Апрельки выглядел немного опухшим. Что-то внутри нее подсказало, что это может быть не просто переедание. И вот уже появился новый поток заботы и беспокойства.
Спустя несколько дней женщина непременно решила отвезти Апрельку к ветеринару. Это был самый волнующий момент. Она боялась, что с ее любимицей что-то не так. Ветеринар был опытным и доброжелательным. Проверив Апрельку, он со смехом объяснил, что, увы, кошка беременна. Сердце женщины наполнилось одновременно радостью и печалью. Осознание того, что Апрелька – жертва жестокости, когда ее выбросили, ибо она ожидала потомства, разбило ее душу вдребезги. «Как может кто-то так жестоко обращаться с животным?» – подумала она. Теперь женщина знала, что должна подготовиться к большому событию. Она собрала все необходимые принадлежности и приготовила уютную постель для Апрельки рядом с радиатором. Время течет, а температура в доме поднялись, создавая идеальные условия, где Апрелька сможет чувствовать себя в безопасности и комфорте во время родов. Наблюдая за тем, как цвет ее лица меняется с каждым днем, женщина стала все больше волноваться и радоваться предстоящему событию. В один из вечеров, когда она сидела рядом с Апрелькой на диване и гладила ее по голове, кошка вдруг начала рваться и прятаться. Работа началась. Апрелька тихо жалобно мяукала, и вскоре мир узнал о 3 маленьких комках шерсти, которые вскоре появились на свет. Женщина сдерживала слезы радости, наблюдая за тем, как котята, сразу же взявшись за жизнь, начали осваивать свое новое пространство. 2 месяца наблюдения за тем, как растут и играют малыши, наполнили дом женщины смехом и радостью. Каждый новый день скошенной 3-цветной шерстью и смешными проделками котят озаряло ее сердце. Спустя 8 недель, когда котята стали достаточно большими для усыновления, она задала себе вопрос: где я найду для них новые дома? Она обратилась к местным приютам, размещала объявления, использовала социальные сети. Но поиски оказались долгими и утомительными. Она сталкивалась с множеством трудностей. Некоторые люди не желали принимать в свои дома активных котят, другие даже не ответили. Апрелька изменилась. Она стала спокойной и ласковой, но, к сожалению, ее котята оставались дикими и игривыми. Каждый из них обладал своим уникальным характером и неповторимыми чертами. Женщина нуждалась в правильном доме для них, месте, где они смогли бы расти и чувствовать себя в безопасности. В конце концов, женщина пришла к мысли, что, может быть, и ей следует оставить котят у себя. Но как бы она ни мечтала об этой идее, ее сердце боялось, что она не отдохнет, если оставит всех 4. Она постоянно проверяла график местных приютов и их политики, но надежда не оставляла женщину. Сотрудники приюта предупредили, что будет трудно найти кого-то, кто согласится усыновить всех 4. Она приняла решение использовать социальные сети, начала публиковать фотографии и видео Апрельки и ее котят. И с удивлением заметила, как энтузиазм общественности рос. Люди оставляли комментарии, и видео разлетались по интернету. Поступали предложения помочь и даже множество отзывов, наполненных нежностью и заботой. Это было то, чего она хотела всю свою жизнь – чувствовать связь и поддержку. Появление Апрельки и ее котят изменило жизнь женщины к лучшему. Теперь у нее было что-то, что делало каждую минуту особой. Каждый новый день преподносил ей радость, когда она слышала тихие мяукания и шепот игрушек, разбросанных по полу. Даже когда она не работала, ожидание, что ей предстоит встретить своих любимцев, придавало смысл и силы. Радость, которую приносили ей маленькие пушистые комки, стоила всех затрат и усилий, которые она вложила. Женщина чувствовала, что жизнь стала ярче, и мир вокруг наполнился новыми красками. После многих звонков в приюты, собрав всю необходимую информацию, женщина приняла решение остаться с Апрелькой и ее детками. Она записалась к ветеринару и сделала каждому котенку микрочип.
Оформление документов и регистрации заняло много времени, но в конце концов, когда все было готово, в доме царило мурчание и энергия. Котята получили имена Анфиса, Ария и Арис. Каждое имя было подобрано с нежностью, символизировав то, как они вписались в ее новую жизнь. Так началась новая глава. У женщины Апрельки и троих котят заиграла жизнь новыми красками. В их доме царило тепло, исцеление и любовь. Теперь ни один из них не чувствовал себя одиноким, и они наконец стали той семьей, о которой мечтали. Каждый новый день обретал смысл, и женщина поняла, что способность заботиться о тех, кто иногда оказывается самым уязвимым в этом мире, принесло ей не только радость, но и глубинное понимание смысла любви и жизни в целом. Она осознала, что в этом большом жестоком мире любовь может спасти не только животных, но и человека. И теперь, когда в их доме царил уют и смех, они уже никогда не будут одни.